Непал начинается не с вида на Эверест. Он начинается с удара в грудь, с плотного густого воздуха Катманду, в котором смешались пыль столетий, выхлопные газы старых такси и сладкий дурманящий запах благовоний. Как только двери аэропорта Трибхуван открываются, ты попадаешь в другой мир. Здесь нет плавных переходов. Ты сразу оказываешься внутри гигантского муравейника, который никогда не спит. Тамель — туристическое сердце столицы. Это лабиринт. Узкие улочки, где невозможно развести руки, не задев прилавок с кашемиром или поющую чашу. Над головой безумная паутина электрических проводов, в которой, кажется, запуталось само время. Здесь нет правил дорожного движения. Есть только интуиция и клаксон. Звук гудка здесь — это язык общения. Я еду, подвинься, привет, осторожно, корова. Но стоит свернуть с главной улицы в глухой дворик, как шум исчезает. Ты оказываешься перед древней ступой, покрытой мхом. Бабушка в красном саре перебирает четки, шепча мантру «Ом Мани Падме Хум». В этом контрасте весь Катманду. Это город, где древность не спрятана за стеклом музея, а живет на улице, дышит, торгуется и молится. Кирпичные стены дворцов на площади Дурбар помнят королей династии Малла, но сегодня на их ступенях сидят влюбленные парочки и продавцы чая масала. Голуби взлетают тысячными стаями, закрывая небо, и в этом хлопке крыльев слышится пульс города, который стоит на разломе тектонических плит и на стыке двух великих религий. Катманду наблюдает за тобой. Буквально. С золотого шпиля ступы Сваямбунатх, возвышающейся на холме над городом, на тебя смотрят гигантские глаза Будды. Они нарисованы на 4 сторонах света, символизируя всевидение. Между глазами не нос, а непальская цифра 1, символ единства всего сущего. Подъем сюда — это первое испытание для ног и духа. 365 ступеней, по одной на каждый день года. Сваямбунатх называют обезьяньим храмом, и это не метафора. Сотни макак чувствуют себя здесь полноправными хозяевами. Они воруют подношения, дерутся, играют и с любопытством разглядывают туристов, словно это мы — звери в зоопарке, а они — посетители. С вершины холма долина Катманду открывается, как на ладони. Смог, стелющийся над городом, на закате окрашивается в золотые и фиолетовые тона. Здесь ты понимаешь, почему древние люди выбрали это место. Эта чаша
окруженное зелеными холмами, защищенное от ветров, идеальное место для цивилизации. Но есть и другая ступа – Баднатх. Если Сваямбунатх парит над городом, то Баднатх – это его гравитационный центр. Это одна из самых больших ступ в мире. Вокруг нее жизнь движется по кругу, по часовой стрелке, как того требует буддийская традиция. Монахи в бордовых одеяниях, тибетские беженцы, туристы – все идут в едином потоке коры. Вращаются молитвенные барабаны, выпуская в эфир миллионы молитв. Вечером, когда зажигаются тысячи масляных ламп, Боднатх превращается в гигантскую мандалу из света. Здесь время замедляется. Ты просто идешь, слушаешь низкое горловое пение из монастырей и начинаешь чувствовать странное спокойствие, которого так не хватает западному человеку. Но Непал — это не только умиротворение. Это место, где смерть танцует рядом с жизнью, не пряча лица. Храмовый комплекс Пашупатинатх на берегу реки Багмати – самое священное место для индуистов Непала. Здесь поклоняются Шиве в его ипостаси Пашупати, повелителя животных. Воздух здесь тяжелый, пропитанный дымом сандалового дерева и горелой плоти. На каменных постаментах, спускающихся к воде, горят погребальные костры. Смерть здесь лишена западного трагизма и стерильности. Она публична. Тело, завернутое в оранжевую ткань, омывают в священных и, честно говоря, очень грязных водах реки, а затем придают огню. Пепел сбрасывают в воду, и он плывет вниз по течению, чтобы в итоге соединиться со священным Гангом. Родственники не плачут навзрыд. Они смотрят на огонь с философским смирением. Для них это не конец, а переход, освобождение души. Рядом с кострами бродят садху, святые отшельники. Их тела вымазаны пеплом, волосы спутаны в дреды, а глаза часто затуманены дымом марихуаны, которую они курят как подношение Шиве. Кто они? Мудрецы, постигшие суть бытия, или просто городские сумасшедшие, нашедшие удобный способ жизни? Непал не дает ответа. Он принимает всех. Здесь, глядя на горящие костры, ты остро осознаешь свою конечность. И это пугает, но одновременно заставляет чувствовать жизнь ярче.
Достаточно храмов. Горы зовут. Но чтобы попасть к подножию Эвереста, нужно пройти через игольное ушко, аэропорт Лукла. Его называют самым опасным аэропортом в мире, и это звание он носит не для красного словца. Маленький двухмоторный самолет дрожит, пробиваясь сквозь облака. В иллюминаторе мелькают зеленые террасы полей и крошечные домики, прилепившиеся к склонам. А потом ты видишь ее — полосу. Это короткий кусок асфальта длиной всего 500 метров, который идет под уклоном в 12 градусов и упирается прямо в скалу. Права на ошибку нет. Пилоты, которые летают сюда, настоящие асы, воздушные акробаты Гималаев. Посадка жесткая, резкое торможение, рев двигателей, и самолет разворачивается на крошечном пятачке. Ты выходишь наружу, и холодный горный воздух обжигает легкие. Высота уже 2860 метров. Здесь начинается другая страна, страна шерпов. Здесь нет машин, нет дорог, только тропы, камни и собственные ноги. Твой багаж подхватывают портеры или грузят на яков. Мохнатые гиганты с колокольчиками на шеях — главные грузовики этих мест. Их мерный звон станет саундтреком твоего путешествия на ближайшие недели. Первые дни треккинга обманчивы. Тропа петляет по зеленым лесам, пересекает молочно-голубые реки по подвесным мостам. Эти мосты — отдельный аттракцион. Длинные, раскачивающиеся от ветра металлические конструкции, увешанные молитвенными флагами. Когда по ним идет караван яков, мост ходит ходуном, и лучше уступить животным дорогу, прижавшись к перилам. Подъем к Намче-Базару, столице шерпов, это первый серьезный тест на выносливость. Бесконечный серпантин вверх, пыль, пот и разреженный воздух. Сердце колотится где-то в горле. Но когда ты выходишь из-за поворота и видишь этот город, висящий в чаше амфитеатра гор, усталость отступает. Намче-Базар на высоте 3440 метров — это феномен. Здесь есть ирландские пабы, пекарни с яблочными пирогами, магазины снаряжения и даже банкоматы, которые, правда, редко работают. Это последний оплот цивилизации. Место, где альпинисты акклиматизируются, покупают забытые носки и морально готовятся к высоте. Здесь впервые открывается вид на снежные пики. Они пока еще далеко, но их холодное дыхание уже чувствуется. Вечерами в лоджах, горных приютах, собираются люди со всего света. У печки, которая топится сушеным навозом яков, сидят японцы, немцы, русские, австралийцы. Языковые барьеры стираются. Всех объединяет одна цель и одна общая боль в мышцах. Здесь пьют горячий лимонный чай с имбирем и говорят о маршрутах, о погоде и о том, зачем мы все сюда приперлись, вместо того, чтобы лежать на пляже.
чем выше ты поднимаешься, тем суровее становится пейзаж. Деревья исчезают, уступая место кустарникам, а затем только мху и камням. Цвета блекнут — серый, белый, черный и пронзительно синее, почти фиолетовое небо. Ты идешь в тени гигантов. Ама-Даблам — пожалуй, самая красивая гора в этом районе. Ее острый пик напоминает драгоценный камень или объятие матери. Название так и переводится — «Мать и ожерелье». Она сопровождает тебя несколько дней, меняя свой облик с каждым поворотом тропы. Монастырь Тенгбоче — духовное сердце Кхумбу. Он стоит на гребне холма на высоте 3867 метров. Внутри полумрак, запах старого дерева и масла. Монахи проводят пуджу, службу. Низкие звуки труб, удары барабанов и монотонное чтение сутр вводят в транс. Даже если ты убежденный атеист, здесь ты чувствуешь вибрацию места. Это намоленное пространство. Именно здесь альпинисты, идущие на штурм Эвереста, получают благословение. Лама повязывает им на шею красный шнурок, защиту от злых духов горы. Шерпы верят, что горы — это не просто геология, это обители богов. На каждую вершину нельзя подниматься, не спросив разрешения. Экологическая чистота здесь — это не просто мода, а религиозный долг. Загрязнять гору значит оскорблять божество. К сожалению, современный туризм вносит свои коррективы, и проблема мусора на Эвересте становится все острее, вступая в конфликт с древними верованиями. Высота 4000 плюс. Здесь начинается борьба. Не с горой, а с собственным организмом. Кислорода становится вдвое меньше, чем на уровне моря. Каждый шаг дается с усилием. Голова болит, сон становится прерывистым. Это горняшка, горная болезнь. Она учит смирению. Ты не можешь бежать, не можешь спешить. Ты должен идти в ритме своего дыхания. Вдох-шаг, выдох-шаг. Это динамическая медитация. Пейзаж становится марсианским. Ледник Кхумбу — это хаотичное нагромождение льда и скал. Слышно, как ледник трещит и стонет, двигаясь на несколько сантиметров в день. Это живой организм, опасный и прекрасный. И вот он, Горак-Шеп, последнее поселение перед базовым лагерем. Условия спартанские. Ночью температура в комнате падает ниже нуля. Вода в бутылке замерзает. Но утром ты встаешь затемно, чтобы подняться на Кала-Падхар, черную скалу. Рассвет на Кала-Падхаре — это кульминация. Солнце сначала золотит самую вершину Эвереста — Сагарматхи, лба небес, как называют ее непальцы.
Затем свет ползет вниз, зажигая Нуптсе и Лхотсе. Ты стоишь на высоте 5600 метров, задыхаясь от восторга и нехватки кислорода. Перед тобой крыша мира. Эверест не кажется отсюда изящным, как Амадаблам. Это черная массивная пирамида, с которой ветром сдувает снежный флаг. Он подавляет своим величием. Ты чувствуешь себя песчинкой. Именно за этим чувством собственной незначительности и одновременно причастности к великому люди едут в Гималаи. Спустившись с Калапатхара, ты идешь в базовый лагерь Эвереста – ЭБЦ. Весной это настоящий палаточный город на леднике. Желтые и оранжевые палатки экспедиций яркими пятнами горят на сером фоне. Здесь живут те, кто решил бросить вызов вершине. Это мир элиты альпинизма и богатых туристов. Жизнь в БЛ – это ожидание. Ожидание погодного окна. Здесь есть свои врачи, свои повара, даже свои кинотеатры в палатках. Но под тонким дном спальника метры живого льда. Лавины сходят с окружающих склонов с пугающей регулярностью, напоминая, кто здесь хозяин. Мемориалы погибшим альпинистам, каменные туры с табличками встречаются по всей долине. Имена легенд и неизвестных шерпов стоят рядом. Горы уравнивают всех. Добравшись до заветной таблички «Эверест Бейс Кэмп», ты не видишь саму вершину. Она закрыта плечом Нуптсе. Но ты стоишь в точке, о которой мечтал. Ты сделал это. Ты дошел. Обратный путь будет быстрее, воздух будет становиться гуще и вкуснее, но часть твоей души останется здесь, среди этих холодных камней. После суровых испытаний гор Непал предлагает награду. Город Покхара – это Непальская ривьера, расположенная ниже и западнее Катманду. Здесь тепло, пальмы и совсем другая атмосфера. Центр притяжения – озеро Фева. В его спокойной глади в безветренный день отражается белоснежный массив Аннапурны и священная гора Мачапучары, Рыбий хвост. На Мачапучаре восхождения запрещены. Считается, что на ее вершине живет сам Шива.
Она так и стоит, непокоренная и девственно чистая, возвышаясь над озером идеальной пирамидой. В Покхаре время течет лениво. Разноцветные лодочки-доги скользят по воде. На маленьком острове посреди озера стоит храм Барахи, куда паломники плывут отдать почести. Но главное здесь — небо. Небо над Покхарой пестрит парапланами. Сарангкот, гора над озером — одна из лучших точек для параглайдинга в мире. Взмывая в воздух в тандеме с инструктором, ты паришь на одной высоте с орлами. Под ногами — террасы рисовых полей, игрушечные домики и изумрудная вода, а прямо перед глазами — стена Аннапурны. Это чувство абсолютной свободы, полета, о котором мечтает человек. Вечером район Лейксайд превращается в бесконечную вечеринку. Живая музыка, бары, огни. После тишины высокогорья и аскетизма лоджий это кажется раем. Здесь ты отмываешь въевшуюся пыль дорог и начинаешь осознавать, что именно с тобой произошло там, наверху. Непал умеет удивлять. Кажется, что это страна снега и скал, но стоит спуститься на юг, к границе с Индией, и ты попадаешь в тропики. Национальные парки Читван и Бардия — это книга джунглей Редьярда Киплинга наяву. Равнины Тераи, густой влажный воздух, высокая слоновья трава, в которой может спрятаться даже носорог. И они здесь есть. Однорогие носороги, похожие на доисторических танков, закованных в броню, лениво жуют зелень. Увидеть их в дикой природе, а не в клетке — это детский восторг. Здесь передвигаются на джипах или в каноэ, выдолбленных из цельного ствола дерева. Плывя по реке Рапти, нужно внимательно смотреть на коряги. Многие из них при ближайшем рассмотрении оказываются крокодилами-гавиалами с длинными узкими пастями. Читван — дом для бенгальских тигров. Увидеть короля джунглей — большая удача. Но даже просто знать, что он где-то рядом, следит за тобой и с чаще желтыми глазами, щекочет нервы. А еще здесь живут люди народа Тару. Они веками жили в этих малярийных лесах и выработали генетический иммунитет. Их глиняные дома, расписанные отпечатками ладоней, их танцы с палками — это еще одна грань бесконечной мозаики непальской культуры.
На юге Непала находится место, которое для миллионов людей значит то же, что Иерусалим для христиан или Мекка для мусульман. Лумбини. Место, где царица Майя родила принца Сиддхартху Гаутаму, ставшего Буддой. Здесь нет суеты Катманду или адреналина гор. Здесь царит абсолютная, звенящая тишина. В центре священного сада стоит колонна царя Ашоки, установленная в III веке до нашей эры, маркирующая точное место рождения. Вокруг руины древних монастырей и огромное дерево Бодхи, под которым медитируют монахи в шафрановых одеждах. Лумбини сегодня — это всемирный центр буддизма. Каждая буддийская страна, от Китая и Японии до Германии и Франции, построила здесь свой храм в национальном стиле. Прогулка по Лумбини — это архитектурное путешествие вокруг света. Золотые пагоды Мьянмы, строгие дзенские сады, тайские шпили. Но, несмотря на разнообразие форм, суть одна — послание мира. «Мир наступает внутри», — учил Будда. И здесь, сидя у пруда Пушкарине, ты начинаешь понимать смысл этих слов. Непал, будучи одной из беднейших стран мира материально, является одной из богатейших духовно. Путешествие подходит к концу. Ты снова в Катманду. Покупаешь сувениры, кашемировый шарф, чай, магнитик с яком. Шум города уже не раздражает, он кажется родным. Ты научился переходить дорогу в потоке хаоса, научился торговаться с улыбкой, научился ценить горячий душ и мягкую постель. Но что-то внутри изменилось. Горы делают странную вещь. Они вычищают из головы лишнее. Мелкие проблемы, городская суета, карьерные гонки — все это кажется таким незначительным по сравнению с вечностью ледников и величием Сагарматхи. Ты увозишь с собой не только фотографии, ты увозишь тишину внутри себя, ты увозишь слово «намасте». Это не просто «привет». Сложенные у груди ладони и легкий поклон означают «божественное во мне приветствует, божественное в тебе». Это признание света в каждом человеке. Самолет отрывается от земли. Ты смотришь в иллюминатор, пытаясь в последний раз увидеть снежные пики над облаками. Ты обещаешь себе вернуться. Все обещают. Потому что Непал — это не точка на карте, где ты поставил галочку. Это состояние души. И однажды, попав в его гравитационное поле, ты навсегда остаешься его пленником. Пленником красоты, свободы и высоты.